Всем привет! Я Анастасия, и я вам рассказываю о достопримечательностях Сербии. Об этом месте я узнала еще в прошлом году и очень обрадовалась, когда увидела в планах клуба «Железничар» поход в это место. Едем в сторону Кралева. От него в 20 километрах находится средневековая крепость Маглич, а затем поднимаемся на Столови. Крепость находится на вершине холма, вокруг которого река Ибр делает резкий изгиб, окружающий подножье холма с 3 сторон. Когда-то здесь был мост на металлических опорах и тросах, но в 2020 году, когда река поднялась, опоры не выдержали, и мост обрушился. Сейчас работает переправа по-сербски скелом, 300 динар, и мы на другой стороне реки. Дальше идет обустроенная, но с приличным уклоном дорожка. И вот мы в крепости. Башни и стены, которые мы видим, построены архиепископом Данила II, сербским дворянином-монахом, воином, государственным деятелем и писателем, влиятельным и уважаемым при дворах Неманича в XIII и XIV веках. Крепость охраняла древнюю дорогу, соединявшую порт Адриатики с Поморавлем и Подунавлем. 8 мощных башен, крепкие валы, вода, обеспечиваемая каменными цистернами. Все предпосылки для длительного пребывания соблюдены в ней. Внутри крепости были обнаружены остатки Большого дворца, церкви Святого Георгия и жилых построек. Невероятное красивое визуальное сочетание мощных каменных стен и зеленых гор. У нас сегодня круговая тропа. Идет она по хребту от крепости, проходя мимо вершины Липар 984 метров и Чикер 1324 метра. Доходит до вершины Столови, Камариште, высотой 1375 метров. И направляемся обратно к крепости через вершины Греда и Клечак. Суммарный подъем составил 1200 метров, длина пути 15,5 километров. Итак, мы поднимаемся, оставляя крепость позади. Постепенно она превращается в маленькое зернышко, а затем и вовсе скрывается из виду. Эта часть пути, пожалуй, самая сложная. Идут скалы, я свой штатив с телефоном убираю, потому что местами карабкаюсь и нужны обе руки. В этот период времени, когда весна, тепло, сухо, что может быть самое опасное в горах? Вы можете подумать, что это клещи. А нет, самое опасное здесь – это поскок. На русском – носатая гадюка. Здесь самая ядовитая змея. Яд содержит вещества, вызывающие некроз тканей и разрушающие тромбоциты, что может привести к кровотечениям внутренних органов. Укус зачастую смертелен, поэтому помощь требуется незамедлительная. По Википедии в реале ее обитания России нет, похоже, холодновато для нее. И сейчас для нее как раз благоприятное время. Она вылезает греться на камушке, поэтому нужно внимательно смотреть, куда движется твоя рука или нога. Пару штук наша группа встретила в этот поход. Слава Богу, разошлись мирно. Предполагается, название Столови связано с находящимся на северных склонах монастырем Жича, построенным в XIII веке, и где Столовao, то есть правил сербский архиепископ святой Сава, а он является одним из самых почитаемых святых Сербии. И еще один вариант, самый очевидный,
вершина Камариште прямая и плоская, как стол. Даже второе название этой горы – равный 100. По-русски плоский стол. Когда мы пересекли отметку 1000 метров, в общем, моему восхищению не было предела. Когда я увидела сначала один нарцисс, потом еще один, а потом целые поляны этих нежных цветов. Природа этого места удивительна. Это незабываемое зрелище. И оно не могло остаться без внимания. Ежегодно, аж с 1956 года, здесь проходит манифестация «Нарцисс в походе», которая собирает огромное количество туристов. Традиционно тропа начинается от села Каменица, длина тропы 26 километров, разница высот 1200 метров. Как вы понимаете, это очень сложно, и многие проходят лишь частично. Сбор нарциссов запрещен. Как мы поднялись на Камариште, увидели полудиких коней. Это еще одна визитная карточка этих мест. Лошади были раньше домашними, летом их выпускали пастись, а за последние несколько десятилетий стали самостоятельными и перестали возвращаться домой. Они прекрасно приспособились к жизни в дикой природе. Стадо увеличилось примерно до 50. Их тут подкармливают, и они своими добрыми грустными глазами смотрели, прося угощения. Они вполне мирные, но мне было не по себе от их количества и настойчивости. Хоть и полудикие, но все же дикие. А мы спускаемся. Спуск довольно продолжительный, и для меня, пожалуй, он сложнее, чем подъем. Огромная нагрузка на колени. Но можно и постоять, наслаждаясь воздухом и восхитительными видами. Вот и завершается наш насыщенный день. Магли Чистолови навсегда в наших сердцах. Даже сейчас, глядя на эти кадры, хочется снова сюда вернуться, чтобы прожить этот день заново. Поставьте лайк, если сюжет вам понравился, нам будет приятно. Увидимся, пока-пока. На треке не хватает 1,5 километра, телефон сел.